Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. У нас в Измаиле эту ночь было минус 14 градусов. Представляете себе, какой уже холод, зима пришла. И мы в январе месяце специально побольше заквасили капусты, потому что сегодня у нас будет агрогороскоп квашения капусты в феврале. Хотим пропустить февральское, но, как всегда, для всех наших зрителей мы обязательно рассказываем и показываем, готовим видео о том, когда можно приготовить вкусную капусту, и мы об этом сегодня поговорим. Но сразу же хочу ответить на несколько вопросов наших зрителей, как всегда, чтобы не оставлять их на отдельное видео, чтобы не распыляться. Так вот, что мы делаем? Мы квасим капусту и 3 дня держим на кухне, там, где тепло. И когда она уже чуть-чуть проквасилась, сейчас, естественно, зимой там уже не так жарко и квашение долго идет, но все равно через 3 дня на 3-й день, 3-е сутки мы берем, вот накладываем в банки, для того, чтобы она сохранила свой вкус и была такая свеженькая, свежеквашенная капуста. И набираю банки и закрываю под ключ. Видите, как вот они, баночки закрыты. И заносим их в холод, то есть в холодное помещение. И вот эти банки потом берем и достаем, и приносим на кухню, достаем сколько нужно, уже в холодильнике обычной крышкой выдерживаем вот эту капусту. И сейчас так холодно, и поэтому мы решили, что мы февраль пропускаем. В январе хорошенько вот нарезали капусточки, заквасили, и вот так храним в банках. И, естественно, пользуемся, берем эти банки и пользуемся для приготовления различных блюд, ну, что угодно. Особенно хорошо идут салаты, вареники, пирожки с капустой – это просто настоящее объедение. Прекрасная капуста. И вот таким образом можно себе, кстати, в феврале чуть больше заготовить, там, где холодные регионы, можно вот таким образом тоже закрыть и занести в холод. Это где угодно может быть находиться, эта капуста. Естественно, только нужно, чтобы подальше от солнечного света. У нас там темное помещение хозяйственное, и там хранится вот эта капусточка. В погреб не заносим, в погребе все равно тепло. А хранится она у нас при температуре где-то от +2 до +5 градусов. Кстати, мы вам рассказывали, как мы в маленькой кадушке на 20 литров мочили яблоки. И тоже для того, чтобы они не сильно проквасились, мы вот их тоже в банке собрали, вот этим рассолом залили, естественным рассолом, в котором они квасились. И тоже часть банок закрыли вот такими крышками, а часть банок закрыли крышками консервированными, для того, чтобы не поступал воздух. В чем смысл вот этого хранения? В том, чтобы не поступал кислород. Если поступает кислород, начинается, то есть продолжается процесс брожения, и яблоки, и капуста становятся более кислыми. А вот таким образом вот мы попробовали вкусные, мы сразу же их разлаживаем по банкам и банки закрываем. То, что будем открывать, в первую очередь вот они у нас такой крышкой закрыты, а то, что будет чуть дольше храниться еще в феврале, в марте мы можем пользоваться, мы эти банки закрываем под ключ, консервируем вот эту продукцию, она очень вкусная и полезная в это время. Ну, а сейчас мы уже поделимся важным графиком работы на февраль месяц 2022 года. А теперь сам агрогороскоп квашения капусты. Но если у вас что-то другое есть, можно в эти дни также квасить, естественным образом готовить квашеные овощи. Итак, февраль 2022 года. Время московское. Первый такой важный, большой период, очень хороший период – это время Тельца при растущей луне. Хороший период начинается для квашения капусты с 3 часов ночи 7 февраля и до конца суток. А вот 8 февраля уже можно спокойно расслабиться и трудиться все 24 часа. И 9 февраля с 0 часов и только до 11 часов. Посмотрите, почему я даю такой сокращенный график. Дело в том, что следующий знак – это знак стихии воздуха, близнецы.
и он начинается с 13 часов 28 минут. В этом знаке капуста всегда получается сухой, жесткой и даже чуть-чуть получается горьковатой. Поэтому нужно не ждать вот не до 13 часов 28 минут, а вот до 11 часов вот этот процесс квашения запустить, и уже начнется сам процесс квашения. И в 13:28 это уже просто идет этот процесс, да, он там приостанавливается чуть-чуть медленнее, но зато вы до 11 часов успеваете запустить работу вкусной капусты, приготовление вкусной капусты, и вот используя вот эти подсказочки. Ну, а теперь давайте рассмотрим еще один хороший период. Он, смотрите, тоже замечательный, большой период, знак Козерог при убывающей луне. Хочу сразу же сказать, там кто-то мне иногда пишет, что вот убывающая луна это плохо, и другие какие-то моменты. Что касается капусты, то мы испытали все периоды и даже моменты перехода Луны из одной фазы в другую, и полнолуние, и новолуние, а также переход из первой во вторую фазу, переход из третьей в четвертую фазу. Всегда капуста получается очень вкусная. И в данном случае, смотрите, убывающая луна Козерог, тоже замечательный период, тоже вкусно получается капуста. И вот этот период начинается 25 февраля с 20 часов вечера и до конца суток. Это если вы вдруг работаете, вы можете вечернее время использовать, но не раньше, чем 20 часов. 26 февраля все 24 часа и 27 февраля с 0 часов до 16 часов. Снова же после знака стихии Земли, в данном случае это знак стихии Земли, и Козерог, и Телец всегда идет знак стихии воздуха. И после Козерога идет знак стихии воздуха Водолей. И этот период начинается в 21 час 37 минут. Но нужно, Водолей это вообще такой знак, самый сильный из знаков стихии воздуха. Поэтому я беру вот этот период до 16 часов. Вот этот процесс закладки на квашение капусты нужно завершить до 16 часов. Тогда Водолей легко проходит и хорошо получается качественная вкусная капуста. И затем и хранится тоже хорошо. Итак, вот у нас месяц февраль, вот он такой. Два таких важных периода, которые можно использовать для квашения капусты, которые можно и потом после 3 дней в тепле квашения можно заложить на хранение. Ну что, наш сегодняшний выпуск подошел к завершению. У нас зима. Да, просили сказать, где мы находимся. Авторы канала Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы» живут в городе Измаил. Это юг Одесской области и юг Украины. Но видите, юг и у нас тоже зима, хотя она позже чуть-чуть пришла. Резкие такие перепады. Поэтому вот такие способы квашения капусты, мочения яблок, квашения других, если у вас что-то есть, ягоды какие-то, все это можно вот таким образом проквасили и затем закрывать банки, и еще месяца 2 вот эти сохраненные продукты, очень качественные, очень вкусные, можно использовать. И мы это делаем у себя, потому что мы знаем, что февраль у нас холодный месяц уже в последние годы, и мы можем даже в марте еще хранить в хозяйственном помещении вот эти банки, которые мы закрываем из наших вкусных квашеных овощей, которые мы делаем вот заготовки в январе уже. Мы, авторы канала Раиса Греченко, Александр Волик, подготовили это видео и желаем вам приятного аппетита, вкусности в вашей жизни и всего самого-самого вам доброго, крепкого здоровья вам и вашим семьям. Ну а на этом мы прощаемся. Всего-навсего до следующего видео. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока!